Ирина, вот первый вопрос от моих подписчиков. А сколько лет вы замужем и каково это быть египетской женой? Я уже 18 лет замужем, живу в Египте, и 18 лет живу в Египте, и 18 лет замужем. Практически сразу вышла замуж, как только приехала, в первую же неделю. Каково быть египетской женой? Ну, для меня вообще, вопроса такого нету. Для меня это самый обычный брак. Самый обычный мужчина, я себя чувствую обычно, ничего такого особенного я не почувствовала. Мы также живем, также смеемся, также делаем какие-то работы. Конечно, он у меня пытается что-то говорить, что это женская работа, это мужская работа. Допустим, я прошу его мыть посуду, он говорит, нет, это женская работа. Я говорю, не, у нас это не женская работа. Мы кушаем вместе, мы моем посуду вместе. Поэтому как бы так, он ко мне прислушивается. Вот он свои предложения говорит, а я уже свои. И сходимся на том, что правильно. Потом еще миф такой есть, что жены египтян, они должны быть послушными, они не должны куда-то ходить, они должны делать только то, что им мужья скажут. Ну, я хочу сказать, что мне кажется, с ними нужно во всем соглашаться. Вот все, что не скажет, да, дорогой, конечно. А делать все можно по-своему. Потому что он для него самое главное, что я с ним согласилась. А остальное уже, куда я пошла, там, что я, где я и сколько. Он может мне звонить и спрашивать, ты где, когда ты придешь. Я могу спросить, а что, а зачем? Тебе нужна машина, или ты хочешь меня видеть, или что-то нужно сделать, или что-то купить и так далее. Ну, в общем, все как обычно. Ничего такого сверхъестественного или особенного. Обычная семья. Вот еще спрашивают, на каком языке мы разговариваем, на каком языке говорит мой сын. Сыну у меня уже почти 17 лет. Вот через 3 месяца будет 17 лет. И мы в разные моменты времени говорили на разных языках. Ну, допустим, он всегда со мной говорит по-русски и всегда с папой говорит по-арабски. Был один момент, когда я углубленно учила арабский, и преподаватель нам сказал слушать арабские фильмы. И я стала включать себе арабские фильмы. У нас у каждого свой телевизор, у всех троих. Стала включать арабские фильмы. Он зашел, посмотрел и говорит, мама, не смотри папино кино. То есть для него это было папино кино. Мамино кино совсем другое. То есть так. Потом, когда мы хотели что-то между собой переговорить, ну такое важное или там секретное, или без его ушей, мы, конечно, говорили по-английски. Ну, общий язык у нас английский дома. И один раз он что-то стал вставлять. Мы сначала не поняли, как, он что, понимает или что, я не пойму. Он говорит, я не знаю, мне кажется, он понимает. Ну-ка, сейчас я у него спрошу. И спрашивает, Магди моего сына зовут, Магди, are you stupid? Он говорит, no, I'm not stupid. Так и мы и поняли, что он все понимает. И в школе тоже, он учится в школе Эльмина Тагрибия. Это специальная сеть школ, которая основала Сьюзан Мубарак давно, еще несколько лет назад. Она спонсируется государством, эта школа, и она как international. То есть все преподавание ведется на английском языке, углубленный английский, дополнительный язык либо французский, либо немецкий. Он выбрал немецкий. Ну, не без моей помощи, потому что немецкий более нужный здесь язык. Вот. И посмотрела я его учебники. Я была просто в шоке, ну, то есть в приятном шоке, потому что программа очень углубленная, очень грамотно составлен учебник английского языка, очень грамотно составлен учебник науки. То есть у них нету такой биология, там, зоология или там что-то, биология и химия, там, физика, у них науки. То есть они на одном предмете изучают все вот эти и физику, и химию, и биологию, и анатомию. Это у них это очень интересно. И он, когда мне рассказывает, делится, я изучала как-то мнемотехнику, как запоминать цифры. И он попросил мне помочь ему, вот как с помощью мнемотехники выучить там какие-то формулы. И мы с ним выучили вот это Меркурий, там, представляй Фредди Меркури, это там еще что-то такое. И, в общем, целую схему он выучил с помощью этой мнемотехники. Ну, я подумала, ну, это, конечно, трудно, то, что для ребенка трудно. Но так, когда я объяснила ему, во-первых, я сама запомнила эту схему, во-вторых, он тоже хорошо запомнил. И потом мы еще с ним, я, конечно, с ним уроки не делаю,
делает уроки репетитор, то есть он посещает репетитора, я ничем не могу ему ни по-арабски помочь, ни по программе школьной. Так, если что-то нужно, если он там что-то спросит, то что я знаю. У меня высшее инженерное образование, все-таки что-то я знаю. А так, в основном он учится сам. Школа очень хорошая, и, что немаловажно, вот эти школы Тагрибия мы платим очень мало. В других школах по такой же программе они платят где-то $100 в месяц, а мы платим $100 в год. Да, но в эту школу нужно еще попасть. Там очень большой конкурс, и детей берут с 5 лет. То есть мы первый раз пришли в 4, нам месяца не хватило до 5, его взяли только позже, через год. Хотя он уже сдал все тесты, там английский, насколько он умный, знает цвета, умеет включать-выключать компьютер, как-то там что-то такое. То есть вот такой тест на IQ, наверное. Потому что еще баллы прибавляются за наличие высшего образования у родителей. То есть плюс 15 баллов мама, плюс 15 баллов папа, плюс 30 баллов уже ребенок получил. То есть учитывается образование родителей при поступлении в эту школу. Ну вот, немножко получилось много про школу. Так, следующий вопрос. Ирина, где вы любите отдыхать? Какое у вас хобби есть здесь? И какую кухню предпочитаете? Хобби у меня рисование. Я художник, я по образованию архитектор. Конечно, я должна была рисовать, уметь, прежде чем поступать на такую специальность. Но я очень люблю рисовать стеклянные предметы. Вазы, стаканы, какие-то вот стеклянные шары, там какие-нибудь, ну, емкости такие. И мне очень нравится именно передавать этот цвет, как это преломляется, как это все делается. Ну, может быть, там покажешь пару работ таких, я тебе потом пришлю. Ну, рисование, да. Сейчас я больше рисую, это раньше я рисовала это акварелью, сейчас больше рисую такие интерьерные картины, которые вписываются в интерьер моих квартир, потому что я обставляю квартиры, и мне нужно, чтобы и цвет совпадал, чтобы как бы все полностью... Ничего не хватает, да? Да, я вижу сразу, что мне, какое пятно мне сюда добавить, какого цвета. Потом я, даже если еду куда-то в другую страну, я тоже покупаю обязательно картины. Очень много картин я купила на Бали, и очень много картин я купила в Танзании, на Занзибаре. В Бали у них целые деревни, где продают эти всякие картины. И там пишут художники, они сидят, и вот с утра до вечера они рисуют эти картины. Там невероятные картины можно купить. Ну и плавно мы перетекли уже в путешествие, где мы отдыхаем. Мы ездим отдыхать в какие-то другие страны. Раз в год примерно мы ездим с сыном в основном, потому что папу мы оставляем на работу. У нас работа такая, что мы не можем отлучаться надолго. Конечно, я работаю онлайн, состыковываю его с гостями, с клиентами, на букинге сижу, слежу, что у нас там какие бронирования. Вот. А так мы отдыхаем с сыном. Ездили мы в Таиланд, мы ездили во Вьетнам, мы ездили в Малайзию, мы ездили на Бали, на Гоа. До пандемии мы ездили в Танзанию, успели, потому что я спросила, куда ты хочешь, он сказал, я хочу в Африку. Ну, я говорю, ну, вообще-то мы в Африке, если уж на то пошло. Он говорит, нет, не такую Африку, я хочу прям, где черные люди. Я говорю, ну, давай, где черные люди? Ну, я нашла Танзанию. У меня подруга работала где-то там в какой-то компании. И Занзибар, и там и пляжный отдых, и там и сафари. Мы были и на материке, вот в Танзании, были на сафари, там Микуми такой небольшой, смотрели вот этих вот животных, зебры, жирафы, слоны. Ну, и для него это было очень интересно, ну и для меня это было невероятно интересно. И потом пляжный отдых на Занзибар, мы были в Стоунтауне, где там родился Фредди Меркури, потом мы отдыхали, были в деревне Масаев. Ну, в общем, для меня вот эти путешествия – это определенное знание. Это настолько расширяется кругозор, у меня, конечно, но у сына, для меня это очень важно. Мы с ним учим цифры, прежде чем поехать куда-то, мы учим цифры и какие-то фразы на этом языке.
Ну и, конечно, мы им применяем, мы что-то делаем это как игра, как бы в плане игры. Ну и получается, что путешествие интересное, потому что мы и язык закрепляем, и вроде как что-то узнаем, и новую культуру интересно. Вот, вот это о хобби и о путешествиях. Какую кухню, да, я предпочитаю? Ну, любую. Я в плане еды очень неприхотливый человек, питаюсь фруктами, овощами в основном. Ну, и что-то люблю простое. Ничего сложного. На завтрак что? Завтрак. Ничего, кофе с молоком. Я готовить не очень люблю. То есть, как бы я... Даже у меня так было, что здесь кулинарии, здесь разные, очень это распространено, что кто-то готовит, продает, целые комплексные обеды. И я как-то задумалась и говорю ему, ну так вслух, говорю, надо же, так татары так хорошо все готовят. Он так вздохнул и сказал, жалко, что ты не татарка. Ну, я поняла, что ребенок этим хотел сказать, что я говорю, ну, что это поделаешь. Твоя мама может стряпать только деньги. Ну, вот так. Следующий вопрос. Ревнивы ли египтяне? Что египтяне ценят в людях? И меняли ли вы вероисповедание? Мне кажется, что египтяне в целом как нация, наверное, ревнивые. Потому что они считают, что женщина – это их собственность. Я знаю многих египтян, которые не выпускают своих жен из квартиры. Вообще, то есть только он сам приносит, она сидит дома. Чтобы выйти из дома, надо, наверное, спрашивать разрешение. Здесь еще такая смешная есть традиция, когда египтянки, когда они хотят что-то купить, они не выходят, а вот из балкона выбрасывают такие лохматые корзинки, ну такие, типа корзинки такие мохнатые, и там им складывают, и они на этой веревочке, вот эту корзинку, просто чтобы не выходить из дома. Ну, я не знаю, я раньше думала, может им лень, ну а потом другие говорят, может ее муж не пускает, приходится ей вот так на корзинке. Ну не знаю, у меня муж не ревнивый. Да, мне кажется, потому что он знает, что я постоянно куда-то хожу. Он, допустим, меня сейчас спросил, куда идешь? Я сказала, у меня встреча. Ну и все. Он дальше вопросов не задавал, я просто пошла. Как бы я так особо и не отчитываюсь. Что египтяне ценят в людях? Мне кажется, больше всего египтяне ценят чувство юмора. Они сами такие юморные, у них есть хорошее чувство юмора. Первый раз, когда я попала в Египет, я подумала, что это же надо, как они так знают все наши шутки, прибаутки. Ну, идет мужчина с верблюдом и говорит, такси на Дубровку заказывали. Ну так это часто очень я видела это. Думаю, надо же. Говорю, спрашиваю одного, вот у вас такое хорошее чувство юмора, а как вы с немцами, допустим, с англичанами? Это же надо знать вот эту культуру, да, знать эти фильмы всякие старые, как мы шутим из этих фильмов. Они говорят, нет, с ними нет, потому что они с нами не на одной волне. С ними даже пошутить не о чем. Я вот удивилась, для меня это было вот открытие. Очень ценят, когда человек без чувства юмора, он не будет понимать египтян, потому что тут даже офицер полицейский или там какие-то вот... Да, я вот сегодня в аэропорту ездила, ну, мы всегда с ними смеемся, что-то они такое смешное спрашивают, они говорят, ты уезжаешь? Я говорю, не, только эти уезжают, а я остаюсь. Ну и так посмеялись, и все, они даже не проверяют ни машину, ни документы, ничего. Вот им нужно просто улыбнуться. И так везде, во всех сферах. Ну, мне кажется, это и я тоже ценю чувство юмора в людях. А остальное все как-то так. Если с чувством юмора, то все уже там сглаживаются, всякие такие углы и так далее. Но я ценю очень обязательность еще. Вот это вот разгильдяйство по поводу времени, не знаю, вот они вообще вот просто вот не ценят ни время, ни чужое, ни свое, могут опоздать на 2 дня, на 3 дня. Ну, в общем, как говорится, у нас не надо откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня. А у них не надо откладывать на завтра
то, что можно сделать послезавтра. Как бы так. Они могут вообще, для меня вот сделал сегодня и забудь про это. Они вот это могут и забыть, и не сделать. Ну, в общем, так. Вероисповедание. Меняла ли я? Нет, я не меняла вероисповедание. Мой муж мусульманин, и у нас с ним часто были какие-то дискуссии по поводу религии, потому что я изучала Библию, я знаю очень хорошо, он знает Коран, но так он особо не очень сильно вовлечен в эту религию. Единственное, что он, конечно, многое знает, и я многое знаю, и мы с ним дискутировали по этому поводу, были у нас вопросы, но вопрос о смене религии не стоял у нас. Здесь такой вопрос, Ирина, что нынче модно носить в Египте? Ой, вопрос такой смешной немножко. Как я рассказываю, что здесь все носят все, что хотят. Все такое, чтобы было удобно, чтобы было не жарко. Как я говорю, ну, это в шутку, конечно. Я говорю, у нас есть босоножки летние и босоножки зимние. И говорю, у меня даже есть зимний купальник. Мне девочки говорят, с начесом, что ли. Короче, здесь одеваются так, как им удобно. Никто на друг друга не смотрит. Никто не смотрит, кто что одел. Да можно хоть в одном и том же ходить, и никто тебе слова не скажет. Здесь иногда бывает, я говорю про именно иностранцев. Египтяне тоже носят ту одежду, которая им удобна. Можно встретить очень богатого человека, он будет носить обычную галапею и сидеть возле дома, и будут думать, что он бармен, а он на самом деле владелец огромного здания. То есть как бы здесь вот этого разделения особо и нету в этой моде. Последний вопрос от телезрителей. Почему вот одни женщины живут, как вы, свободные, деловые, можете делать все, что угодно, и другие женщины закрыты дома, одели паранджу, хиджаб, и, в общем, им уже ничего нельзя. От чего это зависит? Мне кажется, это зависит от того, кто от кого зависит. Если женщина зависит полностью от мужчины в финансовых вопросах, ну, в других любых вопросах. Ну, во-первых, иностранка, приезжая сюда, она приезжает в чужую страну. И, конечно, она не знает, куда ей идти, что ей делать. И он ей навязывает свои какие-то традиции, свое мнение. И обычно, когда новенькая приезжает, он говорит, а у нас в Египте принято вот так. Даже я слышала, некоторые говорят, а правда, что в Египте вот так принято? Я говорю, ну нет, вообще-то нет. Ну вот, если он ей сказал, она этому верит. Поэтому он говорит, а у нас в Египте принято, чтобы женщина никуда не ходила, сидела дома. Но если человек, уже она влюбилась в него, уже она как-то от него зависит, или в материальном плане, то некоторые слушаются. Некоторые, для некоторых религия не играет никакой роли. То есть ей сказали поменять, ну, без разницы, ей что та была до лампочки, что эта религия также. Почему бы не одеть паранджу, если он настаивает? А другие люди самодостаточные, допустим, финансово независимые. И тогда уже можно договариваться с ними заранее, на берегу, как говорится. Когда мы с мужем встречались, я сразу ему донесла свою позицию свою. Сказала, что я вот люблю работать, сидеть дома я не буду. Религию менять я тоже не буду. Я люблю, чтобы у меня было свободное время. Я люблю встречаться с моими друзьями время от времени. Поэтому он не был против заранее. Конечно, если он говорит, а может ты не пойдешь куда-то там, я спрашиваю, ну аргументирую, почему я не могу пойти туда или там или сюда. Ну, это просто уже было давно, поэтому все вопросы уже решили, а сейчас уже, ну что к этому возвращаться? Уже устоявшийся уклад жизни. Я ему говорю, я работаю точно так же, как и ты. Мы вместе работаем. Почему я что-то больше тебя должна делать? Или почему я должна себя ущемлять в каком-то общении или где-то? Я же не спорю, если ты решишь пойти с друзьями посидеть, попить чай или футбол посмотреть в кафе. У них принято, все мужчины сидят и смотрят футбол. Во-первых, я считаю это интересно. Смотреть футбол все вместе.
Я не против этого. Сидят одни мужики, они там что-то обсуждают, пьют чай. Поэтому если я иду со своими друзьями встречаться где-то в кафе, хотя, если честно, я не очень люблю вот эти посиделки какие-то, потому что у меня постоянная работа, постоянно туда-сюда, у меня голова чем-то занята, вот так вот просто сидеть без дела мне просто даже не интересно. Поэтому это либо деловые встречи, либо какое-то общение полезное, ну, либо там гости приехали, нам нужно поговорить, там что-то обсудить. Ну, вот так, мне кажется, так. Если человек приехал, конечно, у него должна быть какая-то база, да, на чем можно основываться. Но основное, что нужно найти себе здесь свою нишу, чтобы чем-то заниматься. Мужчины некоторые занимаются строительством, там, у кого-то есть свой какой-то уже бизнес наработанный. Ну, в Египте, конечно, надо осторожно вбухивать свои деньги аккуратно, как говорится, потому что иногда бизнес прогорает, и здесь не совсем то, что там. Нужно хорошо просчитывать все, прежде чем вести сюда свои деньги. Нужно аккуратно просчитывать все, просматривать, смотреть на будущее, учитывать египетский менталитет, потому что в Египте совсем другой менталитет. Можно как с нуля построить свой бизнес, так и свой же бизнес профукать здесь. На сегодня, пожалуй, все. С Ириной мы еще обязательно встретимся. Ну а пока подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии и обязательно смотрите видео, которые я оставляю в заставках. Там очень много ценной информации. Пока-пока, до скорых встреч!